Приветствую, дорогие друзья, с вами Александр Арбей, как всегда. Сегодня обзор ванной комнаты и туалета, но необычно. Сюда вместили два унитаза, стиральную машину, встроенную по столешнице, рукомойник и душевая кабина. Все в стандартном санузле. Погнали! Начнем с ванной комнаты. Ванная комната, помещение у нас 1,70 на 1,90 м. Здесь у нас метровая столешница, акриловая, тоненькая. На ней размещена из материала Surface, называется, это раковина Холби. Отличная композиция, ее геометрия отличная, то есть она четко лежит у нас, здесь никакого, видите, как толстого шва, герметика нету. Единственное, что немного отличается по оттенку, как видим, она такой розоватый, здесь белый, а так раковина огонь. Смеситель Amniras, здесь у нас стоит он на столешнице. Как заметили, много розеток, это заказ заказчика, ему очень любит пользоваться всяческими электронными приблудами, поэтому здесь только розеток. Далее, что интересно, здесь три фасада, за двумя из них у нас стиральная машина размещена. Обычная стиральная машина с крышкой, ничего не снималось, обычная полноценная стиральная машинка. Есть стиральная сушильная LG на 8,5 кг. Этого достаточно, чтобы постирать обычное белье, то есть и закинуть одеяло. По глубине она 47 сантиметров, соответственно столешница у нас здесь 56,5 сантиметров, чтобы перекрыть саму стиральную машину и сами фасады. То есть видим, у нас здесь остается буквально полсантиметра до самой дверцы. Здесь у нас идет обычная шуфлядка, здесь еще полка будет. И обратите внимание, чтобы разместить у нас на метре, это вот сама раковина, по-моему, 55 сантиметров по ширине. 54 сантиметра по ширине. И, соответственно, как видим, у нас сифон уже с клик-клаком, он вплотную к боковой стенке. То есть это метр сама столешница, и вот эта раковина, это уже предел мечтаний, чтобы отцентровать именно уже по раковине. Здесь у нас остается 2 сантиметра, чтобы вместить. То есть максимум, если у вас 98, то такую композицию еще можно использовать. Единственное, что... Обратите внимание, здесь у нас высота столешницы в данном случае 90 и 12 сантиметров у нас раковина, это 1,2 сантиметра. Я стою, у меня в принципе еще комфортно, 5 сантиметров до локтя, как бы в принципе более или менее. Но это уже предельная высота, то есть у меня мой 1,74 м рост, поэтому кто ниже, уже будет некомфортно. Над тумбой у нас находится здоровенный шкаф до потолка и до стены. Здесь у нас три фасада, один из них открывается гармошкой, второй открывается вот так. Здесь у нас полноценная зона хранения. Все это дело с доводчиком. Глубина шкафа 22 сантиметра. За счет того, что наша столешница 56, это достаточно комфортно. То есть она нас не мешает, и мы вполне можем здесь пользоваться. Полный доступ к раковине. Если бы у нас столешница была 56, соответственно, уже частично бы у нас перекрывала. Поэтому нужно будет ее делать сантиметров 18-15. Далее, душевая кабина у нас. Кабина 90 на 90. Литиевый поддон. То есть, как видим, вот толщина в районе 3 сантиметров. За счет дальности канализации у нас получается уклон. Соответственно, получается полка. Здесь у нас 15 сантиметров высоты этого поддона. Это не страшно и вполне нормально. Как вы обратили внимание, здесь матовая шторка. Я всегда боялся матовых шторок, но... По заверению заказчика, который здесь был, он пользовался такой, и я рискнул как бы. И есть единственная модель, которая матовая здесь не за счет пескоструя, а здесь такие вот, если на видео увидите,
Как видим, такие вот пирамидки на стекле, они также глянцевые за счет формы самого стекла, он матовый, но не пачкается как матовое стекло, как пескоструй, отлично моется и без проблем. То есть супер решение, потому что не все любят прозрачные шторки, это решение супер. Единственное здесь, что не очень мне нравится, это вот этот зазор, так как у нас здесь плотненько, 90-я кабина, метровая столешница и всего у нас 1,90 м, и здесь у нас зазор на ладонь, то есть фактически придется вот это место убирать тщательно какой-то тряпкой на палке, поэтому здесь вариантов других не было, поэтому обязательно смотрите на такие решения, чтобы их избежать. Здесь, я думаю, проблем не будет, здесь вода не попадает, а вот здесь вот брызги могут попадать и стекать вниз. Поэтому здесь обязательно используем крашеные элементы, то есть вот это крашеный ДСП в круг и фасад в круг, поэтому они не будут бояться воды. Если это будет обычная ДСП в кромке, ему придет трындец за первые несколько дней использования. Далее плитка у нас под дерево использована, то есть видим на всю ширину доска, здесь мы не разбивали, полностью на всю ширину укладывали. И здесь плитка под такой камень. Здесь у нас тропический душ, лейка и двухрежимный смеситель Амнирес, аккуратненький, с круглой формой. И как видим, здесь еще уместился унитаз. У нас есть еще туалет и там точно такой же унитаз. Гигиенический душ рядом установлен, держатель туалетной бумаги и интересно размещен полотенцесушитель. Я долго сопротивлялся по этой идее, но все-таки попробовали и подумали почему. Потому что у нас, допустим, здесь места немного для вешалок каких-либо. Сюда мы разместим еще вешалки для полотенец, сухих, соответственно, не будут висеть сверху. А здесь могут быть мокрые, но тепло, которое будет идти, соответственно, будет и нагревать и сушить, даже если будет на вешалке висеть. Поэтому решение норм. Так, инсталляция зашита. Здесь мы уже сделали отступ корректный, чтобы здесь можно было убраться, потому что здесь у нас не позволяла эта возможность, здесь у нас была возможность, поэтому мы сделали здесь зазор, чтобы можно было корректно убраться здесь. По поводу вентиляции. Вентиляция у нас размещена в торце шкафчика, и там сделан у нас канальный вентилятор. Вытяжка, и канальный вентилятор у нас в фен-канале стоит. И этот же канал идет сюда и на туалет. В туалете потом покажу, у нас вытяжка в потолке. За счет того, что у нас здесь инсталляция имеет толщину, то есть это обычно 20 сантиметров с зашивкой и плиткой, поэтому здесь можно разместить полноценный шкаф. Когда делаете такие решения, когда у нас заканчивается плитка, начинаются фасады, не пожалейте сюда завести плитку, сделать заусовку под 45 градусов, так как здесь будет торец плитки и дырка, так как толщина фасада 2 см, плитки 10 мм, здесь 10 мм дырка будет. Придется ее замазывать и закрашивать, поэтому делайте так, это будет круто и не пожалеете. Как видим, все четко, если есть геометрия, ровно уложена плитка. Потолки собраны ровно, у нас здесь все красивенько, и примыкание и по стене, и по потолку. Потолок у нас из гипсокартона со сдвоенными светильниками. И что вы думаете? Потолок гипсокартон, влагостойкий сапфир, то есть это хороший гипсокартон, очень плотный, покрашен краской Текурила Луя 7 в данном случае, то есть хорошая моющая краска. И нас здесь изрядно топили в этой квартире, и что вы думаете? Вода сюда вообще ни на что не повлияла, то есть все текло мимо, все в коридоры, и ни одного пятнышка, ни одной проблемы здесь не вылезло. Поэтому я думаю, что это вполне норм решение. И у меня дома гипсокартон тоже, хорошо паримся, проблем не вижу. Зато можно получить современное аккуратное примыкание, в данном случае потолок покрашен и сделан под герметик. Получаем красивенькое примыкание, без каких-либо резинок колхозных, все четко и красиво. Теперь переходим к туалету. Помещение у нас фактически получилось 86 сантиметров на 145 сантиметров. Общая глубина, как и в ванной, была 1900, соответственно 45 сантиметров у нас осталось на сам шкаф, который позже рассмотрим. Так, у нас здесь расположилась инсталляция, чаша 56 сантиметров, слева у нас гигиенический душ,
держатель для туалетной бумаги и ёршик. Здесь вполне еще достаточно места. И рукомойник у нас не выходит за габариты унитаза и двери. Рукомойник очень удачный. Его габариты 22 сантиметра на 33. Соответственно, он поместился у нас в 86 сантиметров. И у нас осталось расстояние на дверь. 60 полотно, 70 проем. Ну, как единственное, что резанный наличник. Но здесь это не так уж страшно будет со стороны туалета. Главное, чтобы со стороны наружу было все четко. Также здесь, обратите внимание, у нас оставили расстояние где-то в районе 5 сантиметров. Рекомендую сделать лучше так, чем вплотную к наличнику. Либо наличник здесь будет подрезан. Он же деревянный, соответственно, здесь у нас вода и быстро придет из всего негодных. В данном случае лучше оставить 5 сантиметров, чтобы можно без проблем рукой протереть попадающую воду между тумбой и стеной. Здесь у нас место для хранения. Также здесь у нас и киевское зеркало овальное. Очень неплохое. Здесь алюминиевый профиль. Смотрится неплохо. Также видим, у нас здесь светильник есть. То есть это светильник для типа ночника. То есть у нас заходим и у нас вечерний свет. Также у нас теплый пол в туалете. Также у нас теплый пол в туалете расположен. И как видим, двойной выключатель. Как слышим, немножко тихий, очень тихо работает вентилятор. У нас использован проходной выключатель. То есть у нас установлен один вентилятор. Он был в ванне. Отверстие одно выведено в ванну и под потолком канал на потолок. Здесь у нас получается вытяжка на потолке. За счет того, что вентилятор один, он работает очень тихо, и он канальный. За счет канальный вентилятор работает гораздо тише, чем у нас, который устанавливается с решеткой. И, соответственно, проходной выключатель. То есть, как здесь мы можем включить и выключить. Так, мы переходим в ванную. И также можем включить его здесь в ванной. Как слышим, работает. Соответственно, у нас один вентилятор, два выключателя. Далее. Интересное решение с плиткой. У нас плитка обычно темная снизу, привычно, сверху светлая. Здесь же наоборот. Очень классно это получилось решение. То есть у нас светлое здесь и визуально как будто расширенное пространство сверху. Плюс зеркало увеличивает пространство. Немножко необычно, но визуально очень классный эффект. Потолок гипсокартон. Как видим, четкая кромка примыкания к потолку. И далее шкаф у нас. Открываем шкаф. Здесь, как я говорил, 45 сантиметров до задней стенки. То есть, грубо говоря, у нас здесь 15 сантиметров еще полочки остались. Делаем такую отбортовку, чтобы получать доступ назад и не снимать какую-то заднюю стенку. Делаем такую отбортовочку, чтобы наши предметы не падали назад. Здесь у нас установлены фильтра грубочисткие, водонагреватель на 30 литров. И сами счетчики, краны для полотенцесушителя и шумоизоляция с двух стояков. Это ливневый и основная канализация. И также обратите внимание, здесь сделана заусовка, заведена плитка. Очень классное примыкание, никаких подкрасок, никаких проблем и все красиво и четко. Всегда делаем аккуратное примыкание герметиком, не фугой, так как фуга шершавая и в углах будет оставаться грязь. Так у нас все красивенько, примыкания все четкие. Продумайте все до мелочей, делайте ремонт качественно для себя и наслаждайтесь им. Дальше скоро будет обзор всей квартиры, поэтому подписываемся на канал, и следующее видео будет крутой обзор данной квартиры.